Okay. No matter which other symptoms. No matter. Yeah, these are the symptoms because he will get. Yeah, this experience of the past injury will remain and it causes fear to him and loss of sleep. Да, я спросила, на другие симптомы смотреть или нет, он говорит, нет, но этого достаточно, вот этого симптома, когда он настолько испугался в своей катастрофе, что потом он не может спать, у него беспокоится, что Nightmares. There are cases after car collision, for example. These people are afraid to sit in the car, to travel by car. This is the case, yes? Opium, arnica, these are the remedies. Я спросила, бывают случаи, когда после автомобильной катастрофы человек настолько боится, он не может сесть за руль снова, не может вообще в машину сесть, то есть у него остается страх вот этого происшествия, и он говорит, да, что арника 1000 или опиум 1000 здесь помогут. I have another question. I met a woman. She broke this bone. This very rare. Rib. Not rib. Sternum. This chest bone. Chest bone. And she had afterward. She had during 2 years phantom pains. Phantom pains. Against phantom pains, it can. Yeah, in phantom pains, this comes, but there should be fear, should be more. Fear. Yeah, fear is not there. In phantom pains, generally hypericum is indicated. Yeah, opium. Я спросила, я просто встречала женщину, у которой был очень редкий перелом, она сломала себе грудину, кость грудинную, и у нее после перелома, после того, как все зажило, все было нормально, у нее на 2 года примерно остались фантомные боли. Я спросила, что при фантомных болях можно арнику. Он сказал, что если страх при этом присутствует очень сильно, тогда арника, а если только фантомные боли, тогда хайперикум или опиум. In recent cases, hypericum is indicated. If there is amputation of hand due to some gangrene or something, after few days he gets itching on his fingers, but they are not there physically. Then hypericum will cure it. А в таких случаях, когда фантомные ощущения возникают после того, как отняли конечность какую-то, мы говорили при гангрене, если там отрезали ногу или руку, и у него там через пару дней начинается, допустим, чесотка в руке, которой нет, там, или еще что-нибудь, какие-то ощущения в руке, это очень часто бывает. Тогда ему нужно давать гиперикум. Hypericum 1000, yes? Yeah, hypericum 200 or 1000 CH. Гиперикум в разведении 200 или в разведении 1000. Вульгарис. Следующий препарат Berberis vulgaris. Berberis vulgaris. Almost specifically we use this in renal stones. Berberis vulgaris мы обычно используем при камнях в почках. Calculus or stones. Почечно-каменной болезни, при почечно-каменной болезни. Renal calculus they are called. In medical terminology they are renal stones. Where the pain is radiating. При иррадиирующих болях. Radiating means Yeah, when pain comes to another part. Yeah. Иррадиирующие боли это когда иррадиирующие. Иррадиирующие. Не слышали? Это когда в почках основной очаг боли, и он, допустим, отдает там куда-нибудь, в ключицу. You say nuclear radiation. What is it? What does it mean? There is something in some other part. Its effects come to such a distance and causes effects here. This
Traveling is called radiation. Ну, то есть боли, которые отдают в другой орган. So the pains from the kidney region, they radiates from ureters to urinary bladder or to urethra. Это когда вот, например, в данном случае, когда в почках камни, и боль концентрируется не только в почках, она отдает в мочевой пузырь или в уретру, мочеточник. In 100 cases of renal calculus, in 90 cases, the stones either fall off or they dissolve with. Обычно при почечно-каменной болезни в 90% случаев мы используем арсеникум альбум. Arsenicum album. And we follow it with berberis, mother tincture. И после арсеникум альбум мы даем вот этот берберис вульгарис в материнском разведении. There will be acute pain. Many times the patient brings back the stone. Ага. Значит, эти боли, ну, при сильных болях, которые возникают, so these pains are strong pains when the stone is coming. Yes. Also when stone is not coming out, when there is obstruction, there will be pain. Or when there is constriction, if the stone is large, then it pushes the tissue aside, then there will be pain. And also when it is coming down, there is sensitivity and there will be pain. So pain is. То есть в 90% случаев почечных колик, которые возникают из-за того, что камень пошел в мочеточник, или от того, что он застрял в мочеточнике или на выходе в мочеточник и начинает сдавливать эти ткани, возникают очень острые боли. Вот в таких случаях мы даем арсеникум альбум как основной препарат и берберис вульгарис как вспомогательное в материнском разведении. Remaining in some cases, sulfur is indicated. We have to see the remaining cases. But most of the renal calculi cases, when there is acute condition with intense pain and anxiety, arsenic album almost in 90% of the cases it will cure. Okay. Which dilution? Generally, we start with 200 CH. 200. And it acts rather fast? Yes. Because acute condition. Yes, acute condition. Within hours, the pain comes down. Okay. Итак, при почечно-каменной болезни может понадобиться и другой какой-нибудь препарат, например, сульфур там, или еще какой-нибудь, но в 90% случаев острого состояния почечного, острых почечных колик помогает именно арсеникум альбум. Я спросила, он так быстро действует? Он сказал, да, что в течение часа после приема препарата в разведении 200 CH могут полностью уйти боли и вообще состояние улучшится. If the pain is still intense and he cannot bear, then we will give in 1000 CH. Not depending upon the pain, but there will be much anxiety in arsenic album. Fear of death, anxiety. Если боли персистируют, то есть продолжаются, и если при этом присутствует ментальное проявление, когда человеку очень тоскливо, он боится смерти, ну то есть когда ментальное присутствует, тогда можно дать арсеникум альбум в разведении 1000. I have a question. Yeah, I will tell. I told. In general, arsenicum album is indicated when there are some mental experiences or just pains. Arsenicum album, we can administer this. No, this condition that is what I am explaining now. So, an acute condition where there is severe, когда очень сильные боли, severe pain, severe anxiety, severe fear of death, severe burning, and radiating pains also. Значит, когда существуют очень сильные боли, когда очень сильная озабоченность, тоска, сильный страх смерти и burning,
Сильное жжение, а также вот эти вот боли, отдающие в другие места. Sometimes there may be blood in urine. И иногда появляется кровь в моче. When the stones belongs to oxalate crystals, oxalate. Да, кровь в моче может появиться, если у нас образовались в почках оксалиты. There will be spikes. Они неровные. Spikes on the stones. So when they are coming out, they rupture the tissue and there will be bleeding. Они формы такой, что они повреждают очень сильно мочеточник, когда идут по нему. Поэтому, просто исцарапать могут, поэтому кровь может появиться. There are two kinds of stones, oxalate and carbonate. Вообще у нас в почках обычно образуются камни двух типов. Это оксалиты или карбониты. Carbonate crystals are soft on surface. Карбониты, известковые. Известковые камни, они мягче и ровнее. Они легче выходят. Карбониты. Известковые. А оксалиты, они острые, такой, ранний. Leaving this condition, if it is not renal stones also, this is the picture of arsenic album. Severe pain, anxiety, fear of death, burning, these are all general symptoms of... If all this is present, then we give one M. Yes. Вот если вот все это в такой серьезной форме, тогда мы даем в разведении 1000. Depending upon the intensity. Да, то есть зависит от интенсивности. Если очень интенсивное, особенно ментальное проявление, тогда мы даем в разведении 1000. I have a question. Something. So stone is on the physical plane. It is present. When we are giving this in very acute stage, when the stone is inside the urethra, it is stuck. It will come out. We are giving this. What happens there? No, it will come out. It will fall out. Yes, it will fall out. Many times they bring us the stones. That's what I am telling. Wow. Yeah, within hours the stone will come out. Вообще удивительно. Я говорю, а что происходит-то, когда даешь вот эту 200-ю или 1000-ю? Я говорю, почему состояние-то проходит? Потому что там же реальный камень, который застрял в мочеточнике, он большой, он продвинуться никуда не может. Они, говорят, выходят. К нам, говорят, люди приходят с камнями, которые из них вышли. Там на самом деле... No, your kidney will be this size. The stones are a little smaller in size still. Где-то полсантиметра, 4 millimeters, 5 millimeters. 4 миллиметра, 5 миллиметров, он может пройти по мочеточнику. Если больше, конечно, он не пройдет. So, if at all they are not coming out, after this, the pain will be relieved and later on the stone dissolves. The size of the stone will gradually comes down. И даже если размер камня гораздо больше, и он не может выйти, даже когда мы даем препарат. Но когда мы даем препарат, состояние утихает, и в короткое время после этого камень рассасывается. То есть либо так, состояние улучшается. And if you scan the patient after 3 or 4 months, there will be no calculation. И обычно таких пациентов, если через 3-4 месяца мы обследуем, тогда у него просто не обнаруживается этих камней. Amazing. Yes. Yes, this is most successful in homeopathy, these cases. И надо сказать, я говорю, это просто потрясающе. Он говорит, надо сказать, что в гомеопатии это, наиболее успешное лечение как раз вот в таких. Only 10% of cases they need surgery. Remaining all we can Обычно, handle. если человек с камнями обращается к гомеопату хорошему, то только в 10% случаев ему действительно нужна будет операция, а в 90% случаев поможет. И я еще забыла перевести. Анант также сказал, что почему арсеникум альбум помогает при вот этих вот перечисленных, при перечисленных симптомах, потому что это вообще основные симптомы арсеникума альбума. Вот эти. Okay. This suits that condition, acute condition. Like the same way, yesterday we have
seen ledam pall. Ledam pall, its modality suits. When there is snake bite, this general condition both suits. That's why that remedy will act so promptly. Ну да. Анант объясняет, что этот препарат арсеникум альбум, он помогает. Почему? Потому что просто описание острого состояния у арсеникума альбума совпадает с острым состоянием острых почечных колик. Поэтому он помогает. So always when there is similarity, и когда есть подобие, there will be success in homeopathy. Тогда у нас получится успешное лечение. Is there any same very easy in 90% of cases helping thing for the stones in the liver? For the stones in the liver, maybe not. In liver, the condition is different. The pain is different. Yeah, I don't mean if that. You have these conditions, arsenic album will help. I don't mean arsenicum album. Yeah, this can be given also in gallstones. It is also indicated. Okay. Я спросила, а вот для печеночных камней такой же есть препарат? Но он говорит, нет, нужно все-таки смотреть на картину, потому что у печеночных камней другую картину. И он говорит, что берберис вульгарис, в принципе, как материнская, также и при камнях в почках, в печени тоже. The process of formation of stones is different in renal calicles and gallbladder stones. Yeah. In renal stones, it is due to ineffective filtration. Также, ну то есть вот берберис вульгарис помогает также при improper filtration в желчном пузыре. Он говорит, что также почему по-разному все это, потому что all the water content in the body will be filtered through our kidneys. Потому что процесс образования камней в почках и в печени он разный, а в почках образуются камни из-за неправильной фильтрации, потому что вся вода, которая поступает в организм, она фильтруется через наши почки. When there is defect here, then stones. И когда процесс фильтрации дефективный, тогда образуются камни. Filtration, you do not understand? Everybody understands. Фильтрация неправильная. Воды. Фильтрует, да. Или неправильно, ну, как бы, обмен веществ нарушен и... Чего? Арсеникум альбум – это мышьяк. Okay, in gallbladder stones, а при болях в желчном пузыре? It is formed due to obstruction of bile juice. Они образуются из-за того, что желчные протоки закупориваются. The gallbladder will be here. This is gall duct. This is bladder, and it opens into the liver. So here there will be obstruction because of the content, the bile juice concentration. There forms the stones here. То есть в печени, вот он нарисовал справа это печень, слева это желчный пузырь, их соединяют, значит, протоки, и в желчном пузыре есть протоки, и когда желчь меняет свои качества, ну, свою консистенцию, она может начать образовывать камни. И тогда протоки закупориваются, и усугубляется этот процесс образования камней. Did you finish? Okay, he has a question. Yeah. Когда взяли желчный пузырь, то что вот это исчезает, оно остается? Ну да, печень остается. Ну, конечно. When gallbladder is taken away, what is happening when gallbladder is taken away by surgery? I did not get it. You didn't get. Okay. Very often when we have these stones in the gallbladder, then there is surgery and they just take away. Yeah, but that is not in homeopathy. We have the condition there. This is the difference between these two. Here we have another set of remedies. Here due to the. I explained this. He is asking, what is happening when the gallbladder is taken away? Then this bile juice. Problem is not Bile juice is totally absent.
then there is impaired digestion. Обычно, когда удаляется желчный пузырь, тогда образование желчи очень сильно снижается, просто отсутствует желчь, и тогда очень портится переваривание пищи. Потому что без желчи мы не можем переварить пищу. It helps in digestion of some food particles, and if it is not there, those Желчь food помогает particles are нам not переваривать digested определенные properly. субстанции, и если ее нет в организме, тогда это переваривание нарушается. In 70% of cases, we can see behavioral changes, changes in the behavior of the patient. 70% of what? Half gall, if we remove the gallbladder, later the behavior of... In removing we have this change. Обычно, когда человеку отрезают желчный пузырь, у него меняется поведение. В 70% случаев появляются ментальные симптомы новые. That means we will become more irritable. Он станет более раздражительным. Understanding will gradually get down. Его способность воспринимать информацию постепенно будет уменьшаться. He becomes more peevish, miser. Он будет чувствовать себя несчастным. If somebody wants to share this board, then I will say, no, this belongs to only me. You should not touch. That is peevishness. Не несчастным, жадным станет, еще более жадным станет. То есть он станет более жадным. Если кто-нибудь подойдет и скажет, можно я тоже напишу на этой доске, он скажет, нет, только я буду писать на ней. But usually, in stones in the gallbladder, person is already like this. Yeah, because Irritable, also this misery, also present usually. So it is. yeah, You describe the pictures of gallstone disease because usually they are very irritable. yeah, because Master has given a key. Whenever there are liver disorders, long-standing liver disorders cause irritation, and long-standing irritation will cause liver disorders. They are vice versa. Да, я сказала, что, вообще, на самом деле, все эти ментальные признаки, они присутствуют уже при желчно-каменной болезни, когда еще желчный пузырь на месте. Тоже человек раздражительный, жадноватый, то есть многие. Он говорит, да, и мастер дал ключ. Он говорит, что если человек долгое время испытывает то есть если человек имеет долгое время печеночную болезнь, или болезнь желчного пузыря, тогда он становится очень раздражительным. И обратно, если же человек очень долго испытывает раздражение, у него обязательно развивается печеночная или болезнь желчного пузыря. In Russian, we have one of synonyms of the word irritable. We call it, in Russian we have special word. We call it not irritated, we call it желчный, that means желчь is bile. We call it bile, like this. Yeah, that has a direct relation. In experience we can find. Да, я сказала, что у нас в русском даже в языке самом это отражено, потому что раздражительного человека мы называем желчным человеком. То есть это прямая связь прямо уже в языке присутствует. There is a remedy called calcarea renalis. Есть препарат, который называется calcarea renalis. This was prepared from this carbonate stones of. И как мы видим, calcarea renalis, это значит в переводе, если, то это называется почечный почечный кальций. И этот препарат готовится из вот этого карбонатного камня почечного. This also comes, but most intensively, effectively, berberis will act. И вот этот calcarea renalis, он тоже хорошо помогает. It helps in this carbonate. Он помогает при известковых камнях в почках. Если мы точно знаем, что известковые камни в почках, можем давать препарат calcarea renalis. So here in berberis it also. Но больше помогает berberis vulgaris более широко для всех камней. It also indicated in fistula. Фистула.
А также берберис вульгарис назначают при свищах. Свищи, фистулы. Only in 50% of cases it is effective when we give it. In fistula, Ага, но при свищах только в 50% помогает это. In fistula, in rectum? Yes, fistula in anus. Because fistula can be also in Yeah, in generally in anus. in anus. Ага, при свищах в прямой кишке. Потому что свищи бывают и в других местах. Свищ – это когда у тебя есть воспаление в каком-то месте, и организм сам делает такой каналец от воспаленного участка наружу, который выводит этот, и оттуда обычно идет гной, по несколько раз прямо в день идет гной и кровь, ну то есть чистит. Это вообще потрясающий совершенно механизм нашего тела вообще. Okay, I'm sorry. She asked what is fistula. Yeah, I understood. I understood. Okay. Question. Если сильно ментал, то можно ментально и удалять камни с почек. Это гомеопатия работает менталом, поэтому можно менталом своим удалять так само. Можно это? In berberis. No. He is asking if it is so much connected with mental state, then if you have strong mental state, not Yeah, I the understood. symptoms, Because you can just yes, go on and that is take it what away. in healing last year Master has explained you. Yes, Да, это то, о чем healing говорится. is the same process. To rectify oneself, if you rectify yourself, then you will not get all these conditions. Yes. Да, если у человека сильно развитый, не знаю что, в общем, ментал, Because this, то он, если он сам скажет себе вылечись, он может себя вылечить. these diseases will occur, they indicate us to rectify something in our behavior or our food or something. If we misbehave with them, then we get into such conditions. That indicates that we have to again rectify them and behave properly, then they will go. Также есть еще другой момент, что все эти болезни, они возникают только для того, чтобы дать нам знать, они же возникают как индикаторы, они дают нам знать о том, что мы что-то неправильно едим, что-то неправильно делаем в жизни. Вот, поэтому если человек настолько силен, чтобы просто исправить свой образ жизни и свою диету, то, естественно, ничего этого просто не возникнет. For example, if the person is not taking liquids properly Например, and he если is much человек- sedentary in his lifestyle, then he will develop renal stones. Потому что если человек недостаточно пьет жидкостей и воды, то у него разовьются эти почечные камни. In acute condition, you have given arsenic album and berberis, it came out, that is good. But he does not rectify his behavior, then again there is a possibility that he develops renal stones again. Но надо сказать, что когда у него в остром состоянии мы дадим ему арсеникум альбум и дальше берберис вульгарис, и у него все камни пройдут, растворятся. Но если он если он не начнет пить правильно, то они снова образуются через In какое-то. medical, all the medical science we have, only in Ayurveda this was given as a separate subject called swastha vrutta. Если мы сравниваем всякие медицинские системы, то надо сказать, что только в аюрведа нормально подходит к этому вопросу, и в нем в аюрведе есть раздел, который называется свастха вритта. Swastha means healthy, vritti means what we have to do. Ага, сваста вритта, сваста это значит здоровый, а вритта это то, что мы должны делать, то есть That means правильное поведение. what should be our routine to keep ourselves healthy. И в этом разделе аюрведа объясняет, что мы должны делать в ежедневной, нашей повседневной обычной жизни для того, чтобы всегда сохранять хорошее здоровье. Homeopathy can eliminate a disease from the constitution, but it cannot prevent coming it back. Only with swastha vrutta we can stop it. И тут вот сочетание двух дисциплин. Гомеопатия может полностью устранить болезни из Конституции, но только свастха вритта, аюрведический раздел, может сказать нам, как нам преобразовать свою жизнь для того, чтобы снова не заболеть. Что?
Свастовриту мы проходили в Шисайламе 2 года подряд. У нас вот такие вот лекции про это. Хочешь, я тебе перешлю? Молодец.